Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Zone City, и это, наверное, самый первый. Он упал. Это видео, это один из самых первых, если вообще не первый, обзор серийной модели Bigot X-Way. Сейчас в России их всего 4 штуки, 3 из которых у нас. Приехали они к нам прямо из гонок в Китае и имеют эксклюзивную лазерную гравировку. Вы знаете, мне кажется, здесь стало как-то слишком небезопасно, поэтому давайте с вами переместимся в более безопасное место. Итак, мы переместились на другую локацию. Для тех, кто не понял, именно на этой локации, больше полгода назад, я без колеса вещал о том, что такие колеса не нужны, а сейчас как бы я делаю на него обзор. Очень интересная ситуация, но не будем задерживаться. Есть еще там всякие Шерманы, ветераны, но фу, они слишком большие, дорогие. Нахер надо 350 тысяч за моноколесо, вы че, ебан? Краткие характеристики, с вашего позволения, буду читать с бумажки. Колесо 20 дюймов, имеет тяговый мотор на 4500 Вт. Батарея 168 вольт, 3000 Вт-часов с поддержкой зарядки до 20 ампер. Вес 41,5 кг, а максимальная нагрузка 150. Максималка в раскруте 140, а с райдером, думаю, здесь поедет. По сравнению с предсерийным образцом, здесь на самом деле очень много изменений. В ручке, в портах зарядки, в узлах подвески, в общей конструкции. Короче, это реально два разных колеса. Так что, если вы смотрели обзор на предсерийный образец, забудьте. Хотел бы поподробнее остановиться на пункте с батареей. У этого колеса всего 3000 Вт-часов, ну или 3 литра, или вот столько в ампер-часах для самокатчиков. И может показаться, что это мало, и действительно на одном заряде оно может проехать всего лишь 60-70 километров. Однако заряжается с 0 до 100 оно всего за час, конечно, при быстрой зарядке. Потому что разъем зарядки хоть один, но имеет пропускную способность 20 ампер, поэтому заряжает на ура. Кстати говоря, дополнение к колесу, благодаря быстрой зарядке ваш счетчик можно использовать как вентилятор. Расположение зарядки находится справа. Сбоку это самое оптимальное место для зарядки, потому что сверху может залить или оно может повредиться, а снизу просто неудобно подключать. С обратной стороны находится USB разъем для зарядки телефона или другой техники. Почему же Bigot X-Way? Есть же Итэмакс, Commander, безусловно они будут быстрее, но сильно менее универсальны, потому что это тяжелые туши, которые созданы лишь для того, чтобы просто тулить по ПЧ. Это же колесо чувствует себя хорошо как на дороге, так и на бездорожье, что показывает фон сзади меня и эти ребята. И даже здесь, на сликовой резине, она показывает себя очень хорошо. Благодаря тому, что X-Way меньше весит, в целом компактнее, на нем намного удобнее ездить по бездорожью и даже по тротуарам. На Итэмакс и Commander это вызывает некоторый дискомфорт. Также приятно поразило качество сборки и в целом материалов. Никаких стыков, холодный металл. Очень надежный. Bigot реально постарались. Респект. А вот по поводу надежности и неубиваемости, специально для этого мы приехали на склон, на трек грязевой и хорошенько его пороняли. Вот что из этого получилось. Так что да, все эти видосы из Китая, это действительно правда. Убить X-Way практически невозможно. Ровно так же, как и продавить его с места. Вряд ли у вас это выйдет. Может быть, если он будет в нулину севший, да. И то я сомневаюсь. Если быть кратким, то колесо действительно с запасом. Ну пока не хочет. Пока не хочет. Не хочет давиться, да. Плюс даже если у вас каким-то образом получится что-то в нем сломать, вы легко можете это заменить. Я бы даже назвал эту конструкцию модульной. Буквально пару взмахов отверткой, откручиваете старую деталь и ставите новую. Идеально. Также по поводу внешности, я думаю, глупо спорить с тем, что оно реально выглядит хорошо. Но самый мой любимый элемент — это фара. Я очень рад, что они вернулись к этому дизайну и наконец-таки сделали оба светящимся. Я этот дизайн еще полюбил с Bigot Hero. Также помимо фары очень удивила ручка. Действительно необычное исполнение и крайне удобное. Есть, конечно, вопрос по поводу надежности липучек. Мы их вот переделывали, но работает. В отличие от King Song, где ручка стоит спереди, это максимально неудобное решение. Здесь она стоит сзади, и когда ты ее выпрямляешь, она чуть ли не по центру. Поэтому управлять ей очень удобно. И самое главное, сидушка ей не мешает, потому что ручка и есть сидушка. Товарищи говорят, что седло кал, но это они говорят, я с ними не согласен. У вас просто жопа твердая. Единственный, конечно, вопрос это к высоте ручки, но у ребят проблем не возникало. Также очень порадовали упоры, которые идут с завода. Они офигенные, двигаются, есть липучки, все четко. Менять не хочется. Что по поводу конкурентов? Какой-нибудь Lynx, да и все. Да вот только у Lynx в несколько раз хуже параметры. Lynx просто морально устарел. Это же новое поколение, новое колесо, и оно допилено. Больше скорость, больше запас хода, лучше подвеска, лучшая прошивка. По сути, конкурентов-то и нет. Если же вам нужно что-то, что топило бы 120 плюс по ПЧ, конечно, Итэмакс или Commander. Но если вы хотите универсальное колесо, которое будет чувствовать себя хорошо, как на проезжей части,
как на тротуаре, как на бездорожье, на мототреке, на гоночном треке, то это X-Way. Это Константин, профессиональный алкоголик. Сейчас он решил задать там. Какие ваши любимые цветы, чертополох? На видео снимается все, я несовершеннолетний. Тебя посадят. Блин. Изначально Константин наотрез отказывался давать интервью, но как только он вспомнил, что на его носу не только сопли, а еще и главный праздник его жизни 8 марта, а также после успокоительной банки Жигулевского, он все-таки сменил свои взгляды и согласился на одно интервью. Это Константин, его предыдущее колесо было King Song S22, но после гонок в Китае он решил купить себе Bigot X-Way. Расскажите, пожалуйста, почему такое решение, почему не T-Max, не Commander и не прочие бренды? Приехал в Китай, прокатился на всем. Приехал в Китай, прокатился на всем. Именно эта фраза точечно описывает, почему у Константина уже 3-й год нет девушки. Выбрал лучшее колесо для себя. Универсальное и для покатушек, и для езды каждый день, и для внедорожных треков. Ну, едет хорошо, бодро, весело. Настроек очень много. Очень много всяких приколов по подвеске, поэтому очень придется долго и много настраивать его под свой вес, под свой рост. А так, в принципе, стреляет. Именно эта фраза точечно описывает, почему... Заебал уже со своими приколами, конченый. В натуре дебил какой-то. Пошли пиво пить. Итак, друзья, это завершающая часть этого видео. Сейчас мы находимся в сервисе, очень атмосферном, как вы видите. Здесь я уже в более неформальной, такой неофициальной обстановке расскажу, что да как про конструктивные особенности колеса. Ломается, не ломается, что по подвеске, что по педалям, подушкам и прочему. Значит, первое, с чем вы сталкиваетесь, когда становитесь на колесо, это, конечно же, подвеска. Она очень гибко настраиваемая. Там есть два краника, синий и красный. Один отвечает за верхнее положение подвески, другой за нижнее. Есть всего 12 положений этих краников, которые можете чередовать, миксовать по-разному и добиться идеальной подвески для вас. Также можно накачать по-разному подвеску. Также можно подкрутить гайку на подвеске, чтобы пружина была или в большом диапазоне, или в маленьком. То есть подвеска нереально гибко настраиваемая. Вы можете настроить подвеску от состояния без подвес до «я буду гасить любые горы на твоем пути». И чуть не забыл последнюю деталь про подвеску, это пружина, она 900 ЛБС, и возможно для кого-то это будет жестковато. Я проблем не испытал, райдер моего же веса испытал. То есть очень субъективно, но просто как факт отмечаю это. Второе после подвески это, конечно же, упоры, и здесь все не так однозначно. С одной стороны, они реально охеренные. То есть с завода идет хорошая липучка, хорошие крючки, сами упоры довольно качественные. Вот эти элементы, они у нас изгибаются по-разному, чтобы можно было настроить точь-в-точь под вашу ногу эти упоры. Но прям сильно ложиться они вряд ли вам дадут, потому что они довольно не широкие. То есть для стандартной езды, для быстрой езды отлично, но прям для жесткого продава это не самый лучший вариант. Дальше это педали. После покупки вы, соответственно, всегда должны прокрутить все узлы, проверить целостность колеса, но особое внимание обратите вот на это место, потому что на двух колесах у нас там не были прокручены болты. Почему, не знаем, мы подкрутили и все стало нормально. Дальше это многострадальная ручка. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне она нравится. Почему? Потому что реально удобно. Вот ты вот так вот едешь, раз, все, и колесо не заваливается. И это нереально важно. На том же петухе, то есть Кингсонге, на Кингсонге F22, они почему-то это не исправили. Там оно заваливается, потому что ручка она спереди, это неудобно. Здесь же она расположена в идеальном месте. Плюс сидушка не мешает ручке, потому что ручка есть сидушка. Некоторые жаловались на то, что, мол, она слишком твердая, неудобная. Значит, это вообще кринж и не претензия, потому что никто в здравом уме не будет с завода поставлять изначально мягкие сидушки. Просто обращайтесь к любому частному мастеру, он вам шьет нормальную мягкую сидушку и ездите. Все. А так по материалу, что упоры, что вот эта вот сидушка-ручка, это какая-то пенка, она одновременно и мягкая, и жесткая, и я не могу ее нормально описать, но материал комфортный. Ну и последнее, что могу сказать про ручку-сидушку, это недоработка со стороны завода, пожалуйста, обратите на это внимание, это не критично, но это есть. В общем, болты этой ручки не посажены на фиксатор, из-за этого, когда ты вот так вот делаешь, раз 100 так сделает, и винты выкручиваются. Поэтому мы просто их выкрутили, капнули с него фиксатора и закрутили обратно. Дело 2 минут, но почему бы это не сделать на заводе? Это есть. И это легко исправить. Исправьте это. По поводу скорости. Как я говорил, это колесо не для суперскоростей, но 100-110 оно поедет. Однако больше и не нужно. За исключением, наверное, пары мест и трека. Вы не будете разгоняться выше сотки, потому что вас просто физически ветром сдувает, и ехать так некомфортно. Мое мнение, с которым согласны практически все, с кем я общался, что для города
в обычном использовании больше 80 не нужно. И лишь изредка можно втопить соточку на открытом участке местности. Но 120 это уже излишек. И, как я считаю, следующее поколение будет уже делаться на тот упор, чтобы просто забыть про приложение, писки, шим, чтобы просто его невозможно было продать. Потому что, опять же, выше 100-110 в городе вы точно не поедете в реальных условиях. И было бы еще очень круто выпустить Pro-версию, то есть обычная версия с баткой на 3000 Вт-часов и Pro, допустим, которая была бы чуть-чуть выше, как это с Commander сделали, на там 4000 Вт-часов. Дальше хотел бы вернуться ненадолго к моменту с зарядкой. Быстрая зарядка, как я говорил ранее, она заряжает колесо за час, а медленная, комплектная за 4. Да, кстати, по поводу кнопок. Голыми руками или в тонких перчатках проблем нет никаких. А вот в зимних, я думаю, проблемы будут. На самом деле странное решение, но я думаю, можно привыкнуть. Предпоследнее, о чем бы я хотел поговорить, это его вес и габарит. Я считаю их самыми идеальными, потому что выше 40 кг уже реально возникают проблемы при управлении. На тротуаре бездорожье неудобно. Возможно, некоторые думают, типа, о, 40 кг, очень тяжело, я не поеду, но нет. Ты становишься буквально через 5 минут, ты уже едешь нормально, как на обычном колесе. Так что вес абсолютно не помеха. Если же у кого-то есть сомнения по поводу того, как оно входит в повороты, как оно на треке себя ведет, мы поехали на трек. Ведет себя отлично. В повороты входит просто прекрасно. Так что если вдруг у кого-то есть опасения касаемо его габаритов или веса, не бойтесь, все четко. Вообще не почувствовал. Так, наверное, последнее, что бы я хотел отметить, это резина. Есть три варианта резины с завода. Это идет Slick, универсалка и бездорожье. И вот здесь поподробнее. Я бы не рекомендовал брать бездорожье, если вы хотите выезжать куда-то кроме бездорожья. А скорее всего вы будете это делать. Потому что Slick себя чувствует хорошо на дороге и на бездорожье. Как бы это странно не было. А бездорожье на дороге чувствует себя плохо. Там очень странная форма кантика, и оно постоянно заваливается. И ты его держишь на этом дурацком кантике. И если вдруг ты его чуть-чуть за этот кантик перевернешь, что ты упадешь. На бездорожье я таких проблем не ощутил, на бездорожье нормально, но и Slick на бездорожье показал себя отлично. По отзывам наших райдеров, которые тестировали эти колеса, даже на эндуро трассе Slick показал себя в чем-то лучше. И как минимум не хуже. Поэтому берите Slick и не парьтесь. В целом по конструктиву это все. Единственное, что мог бы отметить, это проверьте затяжку винтов здесь, добавьте синего фиксатора на эти два винтика, и все. Это единственное, до чего мы смогли докопаться за весь период эксплуатации. Поверьте, мы его эксплуатировали очень жестко. Именно поэтому я рекомендую брать X-Way, потому что у него нет конкурентов в этой, имеется в виду, весовой категории, по этим параметрам. И он универсален, и он красив, и он качественен, и он надежен. В целом все, мне больше сказать нечего. Колесо крутое. Если что, переходите в мой телеграм-канал, там регулярно будут выходить по нему апдейты по необходимости, где я буду писать что-то новое про него или какую-то новую инфу. Я тебе помешал? Да похуй. Бля, прости, пожалуйста. Все норм. Так. Спасибо большое магазину Voltec Gearzone. Это видео было создано при их поддержке. Колеса, мастерская, все было представлено ими. Это директор этого магазина Александр. Мы находимся в Севастополе на Генерала Петрова 10, работаем с 10 до 7 и ждем вас с вашим поломанным хламом, чтобы поехать кататься. Ссылка в описании, а если вы хотите, чтобы вместо Gearzone здесь была реклама Бигот, напишите мне на почту. Спасибо большое за просмотр. Бигот, я жду приглашения в вашу команду.